Всем привет, меня зовут Ксения, и сегодня я здесь с Локомотивом. Здорово, народ, я Иван Марков, Локомотив. Да, по-моему, Локомотив — это один из российских рестлеров, который реально известен на международной сцене, которых очень многие знают. И сегодня мы перед шоу «Уничтожение НФР». У нас здесь будут многие международные гости, и почему я вас хочу спросить, есть ли у вас какие-то планы международных выступлений в ближайшее время? Да, совсем недавно я завершил свой... В Индии проходил ТВ-проект крупный. Вообще WWE очень интересуется Индией, поэтому эта страна для всех рестлеров крайне предпочтительна. Сейчас там снимался первый сезон федерации, которая называется WIN, там Wrestle Square, у него несколько названий. Там, в общем, мы отсняли сразу первый сезон целый. И таким образом очень надеюсь, что если будет большой успех, первый сезон будет показан на том же канале, что и ROH в Индии, что и New Japan. Если пройдет большой успех первого сезона, а я в этом не сомневаюсь, потому что ребята, я видел, кроме своих матчей, которые были неплохими, я видел еще несколько других ребят, в том числе Криса Мастерса, который там был на первом сезоне. И могу сказать, что успех гарантирован. Также в дальнейшем я собираюсь посетить Германию, Финляндию. Есть еще идеи, но я просто не хочу говорить то, что еще может не получится, но скорее всего получится. Опять же, я чемпион Юго-Восточной Азии, и мне приходится летать в Сингапур, в Сингапур Pro Wrestling, и отстаивать там титул. Пока уже больше года я удерживаю этот титул. Поездок много. Да, и раз мы заговорили об азиатской сцене и об азиатских странах, которые интересуют WWE в том числе. В мае я там буду выступать, и будут опять скауты WWE. Сейчас большое внимание WWE уделяет Китаю тоже. Вы хотели как-то в этом направлении тоже поработать? Я поработал как раз с OWE, который с All Elite Wrestling сейчас работал, в том числе и с Симой, и тоже снимался в этом проекте. Меня больше интересует Азия, чем Америка, но у меня сейчас другие планы. Я открыт ко всему новому, но я пока очень ничего не определился, чего хочу. Вообще мы знаем, да, что западноевропейский рестлинг все-таки более маленькая сцена, чем даже тот же японский, китайский, индийский и так далее. Конечно. Просто людей больше живет. Да, и как вы думаете, на данном этапе это сотрудничество, оно возможно только посредством обмена талантами или, возможно, какие-то более крупные проекты с российскими, например, или западноевропейской сцены, или с азиатской сцены, какие-то более целостные проекты? Нет, я думаю, возможно, и сделать какие-то общие шоу, не только обмен единичными рестлерами, но и сделать, мы все надеемся привести сюда какой-нибудь целоазиатский промоушен, сделать какое-нибудь огромное шоу, например, Росляду, потому что НФР это действительно те ребята, которые стараются удивлять как-то фанатов, и это первая и единственная федерация в России. NSW, не умаляю их заслуг, но пока что действительно НФР на первом месте. Посмотрите сегодня просто шоу, посмотрите посещаемость, посмотрите звезд. И опять же, просто НФР существует дольше, у нас школа, которая взрастила уже одно поколение про-рестлеров, необычных исполнителей. Есть планы привозить сюда ни одного, ни двух рестлеров, а целый промоушен. Есть планы сотрудничества на контрактных условиях надолго. Мне кажется, одна из таких сейчас острых тем в мире рестлинга — это интергендерный рестлинг. И, как мы видим, на российской сцене он пока что не очень представлен. Почему так происходит? Как раз я могу сказать, что я прям один из пионеров этого рестлинга. Я очень люблю работать с девочками. Относительно недавно у меня был хардкор в NSW против элиты. Я бы не советовал вам это смотреть, если честно, потому что даже я считаю, что я немножко пережестил. Опять же, я вам так скажу, я люблю работать с девочками, поэтому я обещаю, что в ближайшем будущем я это повторю обязательно, прямо в ближайшем. Я отношусь к этому очень положительно. Сегодня мы говорим перед
шоу «Уничтожение», «Sold-Out», абсолютно Абсолютно. масштабное «Солдат» уже, зрелище. уже, кстати, второй раз. То шоу, которое я пропустил в прошлый раз, новогоднее шоу. «Новогоднее безумие» я пропустил, потому что я, опять же, был в другой стране. И я прямо горжусь НФР, потому что в тот раз тоже был «Sold-Out». И мы учли эти моменты, что площадка, в которой мы сейчас выступаем, она не вмещает то количество фанатов, которые хотят посещать шоу. И, соответственно, мы планируем, конечно же, расширяться и проводить, например, шоу, где будет еще больше иностранцев. Потому что не говори, а все-таки нашим рестлерам очень хорошо работать именно не только с нашими ребятами, но и с теми, у кого опыт там, 500 матчей, там, 600 матчей. Ну и так что перед таким грандиозным шоу, просто вот поделитесь с нами, о чем думает рестлер перед таким матчем, что вот сейчас у вас в голове. О, это зависит от рестлера, собственно. Ну, рестлер, который вы. Рестлер, который я. Рестлер, который я, как бы очень гордится тем, что делает, и я рад, что мы, все ребята, которые в России это, как бы, занимаются не очень благодатным делом, потому что сами знаете, сколько скептицизма вокруг рестлинга, да, критики, это все раздочки от Федора Беляева дадут. Но у меня в этом, да, я говорю, что действительно горжусь, действительно вижу, что мы идем сейчас в правильном направлении, солдаты пошли, мы сейчас вышли на формат ударов, мы снимаем эти еженедельные шоу, как, в общем, действительно давно было пора сделать, мы немножечко увеличили интервал между шоу, чтобы народ успел соскучиться. В общем, да, о чем я думаю. Я горд, я заряжен, я хочу прямо сегодня выйти и показать все, что я могу, как бы, но с учетом на то, что я уже не так сильно волнуюсь, как раньше. Спасибо вам, что поговорили с нами сегодня здесь. Спасибо всем, кто смотрел. Подписывайтесь на социальные сети Локомотива. Я оставлю все ссылки в описании видео. Поставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пока!